Его игра провоцирует дрожь в руках вратарей и коленках защитников, а голы вызывают землетрясение в многомиллионном мегаполисе. Джефферсон Фарфан. Джефф не баловень судьбы. Он трудяга, переживший раннюю потерю отца и сделавший себя сам. С момента дебюта в составе перуанского Альянса Лима в 16 лет Фарфан приносил трофеи всем клубам, за которые выступал. Трижды став чемпионом Перу и начав свое выступление за сборную, он отправился по стопам кумира Роналду, которому всю свою юность с переменным успехом пытался подражать. Молодого и подающего надежды Джефферсона позвал к себе тот самый голландский ПСВ. 7 десятков голов и 4 чемпионства подряд в Голландии, статус главной примы атаки в немецком Шальке, Кубок Германии, Суперкубок и снова сборная. Популярность и ценник игрока росли. Вместе с ними росли его эго и алчность. В 2008 он отказался перезаключать контракт с подарившим ему дорогу в европейский футбол ПСВ, оставив голландцев с носом вместо компенсации. После кубковых успехов в Германии потребовал бонус в 14 миллионов евро уже от Шальке. «Платите, если хотите сохранить меня в команде», — сказал тогда Джефф. В клубе покрутили пальцем у виска, но заплатили, не желая терять одного из лидеров. Футбольная судьба расплатилась перуанцам практически немедленно. После бонусного сезона Фарфан получил славу не только эгоистичного, но и травматичного игрока. А дальше меньше матчей в основе, меньше забитых мячей, тишина из стана сборной и Аль-Джазира из Объединенных Арабских Эмиратов, куда 30-летний уже Джефф, казалось, отправился доигрывать. И даже здесь трофей, травма, скандал, мутная история с разрывом контракта. Гус Хидинг, Феликс Магат, Рауль. Люди, по словам Фарфана, оказавшие на него наибольшее влияние. Голландец сходу доверил молодому Джеффу место в основе, немец практиковал спартанские условия и буквально издевался, заставляя тренироваться через боль. Да еще и штрафовал на сотни тысяч евро. Рауль же, когда они пересеклись в Шальке, на фоне ухудшающегося положения перуанцев в команде произнес главную в его жизни фразу: «Джефферсон, никогда не бойся мечтать. В конечном счете именно это приведет тебя к самым высоким целям». А он и не боится. Только мечтатель, когда его списали со счетов абсолютно все, мог ввязаться в авантюру под названием «Поездка в Россию». К такому же, к слову, списанному тренеру. Стать в его команде лучшим бомбардиром в 34 года и завоевать чемпионский трофей. Первый для клуба за 14 лет. Семин и Фарфан нашли друг друга и во многом спасли друг другу карьеры. Остались ли в прошлом травматичность и, главное, алчность игрока, нам предстоит узнать осенью, после российского чемпионата мира. Именно на него реанимированный Семиным Фарфан вытащил свою сборную впервые за 36 лет. Вытащил голом от одновременной радости перуанцев, вызвавшим землетрясение в столице его родины – Лиме. Это ли не высшая цель?